Доброго времени суток, уважаемые зрители канала «Голос Анг». Сегодня в видео я расскажу про ближайшее соединение Меркурия и Нептуна, которое состоится уже 30 марта. В это воскресенье произойдет соединение Меркурия и Нептуна, обещающее быть непростым. Астрологи предсказывают, что этот редкий космический танец планет, расположившийся по одну сторону от Земли, окажет значительное влияние на эмоциональное состояние людей, вызвав внутренний дискомфорт и, возможно, обостряя уже существующие проблемы. День может быть наполнен переживаниями, чувством уныния и общей подавленности. Однако важно понимать, что это влияние не является неизбежным приговором. С помощью определенных стратегий можно минимизировать негативное воздействие этого астрологического аспекта и превратить потенциально трудный день в продуктивный и спокойный. Ключевым фактором в преодолении негативного влияния соединения Меркурия и Нептуна является контроль над собственным эмоциональным состоянием и окружающим пространством. Проблема в том, что подобные космические события могут усиливать влияние негативных эмоций, создавая эффект домино, когда один человек, поддавшись унынию, неосознанно заражает окружающих. Именно поэтому так важно осознанно управлять своим внутренним миром и выбирать окружение. Первым и наиболее действенным шагом к сохранению душевного спокойствия является ограничение контакта с токсичными личностями. В жизни каждого из нас есть люди, которые постоянно критикуют, сеют сомнения и фокусируются исключительно на отрицательных аспектах ситуации. Эти энергетические вампиры питаются негативом и распространяют его вокруг себя. Их постоянные жалобы, пессимизм и критика могут серьезно ухудшить ваше настроение и снизить продуктивность. В день соединения Меркурия и Нептуна, когда эмоциональная уязвимость повышена, общение с такими людьми может стать настоящим испытанием. Поэтому разумным решением будет свести к минимуму контакты с ними, отложив разговоры на более благоприятное время. Возможно, это потребует временного ограничения общения в социальных сетях, отмены встреч или простого игнорирования провокационных сообщений. Забота о собственном психическом благополучии – приоритетная задача. Однако избежание общения с негативными людьми – это лишь половина дела. Важно также самому не стать источником негатива. В день, когда эмоциональная лобильность усиливается, риск поддаться пессимизму и распространять его возрастает. Следует осознанно контролировать свои мысли и реакции. Если произошла неприятная ситуация, не надо погружаться в самобичевание и делиться своими переживаниями со всеми подряд. Постоянные жалобы и выплескивание негативной энергии лишь усугубят ситуацию и приведут к истощению собственных эмоциональных ресурсов. Вместо этого необходимо сосредоточиться на решении проблемы, а не на ее обсуждении. Ключевым инструментом в преодолении негативного влияния космического соединения является оптимизм. Это не просто позитивное мышление, а глубокое убеждение в способности преодолеть любые трудности. Необходимо научиться видеть позитивные стороны даже в неприятных ситуациях. Развивайте рациональное мышление, анализируйте события объективно, ищите конструктивные решения и не поддавайтесь панике. Попробуйте найти в любой проблеме хотя бы маленькую искру прекрасного, маленькую победу, маленький повод для радости. Именно этот подход может вам сохранить спокойствие и продуктивность в сложный день. Наконец, следуйте своим планам, не позволяйте эмоциональным качелям выбить вас из колеи. Сохраняйте ясность мысли и продолжайте двигаться к своим целям. Составьте список задач на день и сосредоточьтесь на их последовательном выполнении. Это поможет отвлечься от негативных мыслей и поддержать чувство контроля над ситуацией. Планирование – это основа продуктивности, а продуктивность, в свою очередь, это залог хорошего настроения и уверенности в себе. А на сегодня это все. И занимайтесь любимыми делами, общайтесь с позитивными людьми, делайте то, что приносит вам радость и удовлетворение. Таким образом, вы сможете минимизировать негативное влияние космических событий и сделать это воскресенье по-настоящему продуктивным и спокойным. Помните, ваше эмоциональное состояние зависит прежде всего от вас самих.